Сегодня будем готовить булочку медовую с маком. Всех приветствую, очередное видео. Сегодня я буду готовить маковая начинка, то есть как обработать мак. По крайней мере, маком занимаюсь дома я для приготовления пирожков. Всем привет, с вами Жанна. Готовлю булочки с маком в шоколадной глазури. Готовлю начинку. Потребуется мак. Всем привет! Сегодня я буду готовить сладкую выпечку. Рулет с маком и ватрушки с творогом. Эти милые люди, которые делятся в YouTube и десятки других открытых видеосервисах своими рецептами приготовления булочек, рулетов и пирожков из мака, даже не подозревают, что они опасные преступники и всех их можно посадить. Конечно, не в печку и, увы, не в формочку для выпечки, а в самую настоящую тюрьму. Не верите? Однако герои нашего сегодняшнего расследования именно за подобное пытаются отправить в зону, причем на 6 пожизненных сроков. А статистика свидетельствует, что около 12 тысяч наших соотечественников уже сидят в тюрьмах и зонах. Как, почему, за что? Смотрите. Это история о том, как разрушают судьбы людей, как сажают в тюрьмы, о том, что дыры в законодательстве позволяют расправляться с любым неугодным, посадить любого, закрыть неугодного по любым мотивам. Это история о том, что кое-кто умело пользуется дырами в законодательстве. Сегодня в нашей передаче мы будем обсуждать законы по борьбе с наркотиками, а точнее борьбы и преследования конкретных людей под прикрытием борьбы с наркотиками. Ну, например, если они откажутся платить кому-то дань, откат, или, например, скажут что-то не то, или кому-то не понравится чья-то форма носа, или цвет глаз. И особой тройки не надо, есть же дырочки в законе. А это уже не денежные штрафы за нахождение в нетрезвом виде за рулем, это разговор о годах тюремного заключения для невинных людей. Кто-то Шилову сказал, если мы тебя не посадим за наркотики, мы тебя посадим там за недоуплату налогов или что-то. Учитывая, что оптовые фирмы потеряли на этом значительную прибыль, так как раньше продавали по другим ценам, у меня появилось много друзей. Как среди чиновников, которых, по моим скромным подсчетам, я лишил миллиона евро в год взяток, так и своих конкурентов, которых я считаю, лишил необоснованного, надуманного, получения вот этой маржи, прибыли и так далее. Есть команда ФАС, посадят любого. Любого, поэтому и говорят, что от тюрьмы отсюда не зарекайся. Но есть и более радикальное предложение. Запретить поставки мака на территорию России. Каждый человек, каждый обыватель почувствует на себе отголоски этого дела, потому что, можно сказать, что это одно из судебных заседаний, которое либо приведет к запрету зерен мака у нас на территории Российской Федерации, и мы с вами перестанем есть в открытую булочки с маком, мы будем получать их от наркодилеров, или же мы с вами продолжим жить совершенно нормально, будем жить в нормальном мире, наши кулинары будут выпекать из мака все, что они хотят, Это такое дело очень интересное для людей, потому что каждый почувствует на себе. Здравствуйте, с вами Николай Чикин. Как получилось, что в современной России, подписавшей единую международную конвенцию по борьбе с наркотиками, в течение 10 последних лет ФСКН в России возбудила более 4000 уголовных дел по этой теме? Сегодняшний разговор о Шилове Сергее Яковлевиче. В 2010 году против него возбудили уголовное дело по факту импорта большой партии семян мака. Сейчас заканчивается следственное действие, и следователи готовят материалы дела прокурору, чтобы тот и представляет ему обвинительное заключение, чтобы тот поддержал или же не поддержал, или отправил обратно. Сейчас все в таком состоянии. Мы получили определение Конституционного суда, получаем в Верховном суде, решаем эти проблемы. И очень многие следственные действия Конституционный суд своим определением вынес в нашу пользу, то есть не в нашу пользу, он просто расписал действия закона. И сейчас
следственные действия, которые были проведены в части, там, связанные с экспертной деятельностью, с экспертизами и так далее, мы хотим добиться, чтобы они все были признаны незаконными. И фактически дело надо начинать по новой. По делу главы компании МКМ Шилову, основному поставщику семян мака на территории России, проведено более 400 химических судебных экспертиз. 180 из них включены в дело. Но вывод всех экспертиз один, однозначный. Наркотически активных алкалоидов, опия, морфина, кодеина, тибаина в сотых тысячных долях на 1 килограмм массы семян мака. Что даже ниже безопасной нормы 0,2% на 1 килограмм семян мака прописаны в единой международной конвенции. Как результат, дело закрыли. Но в 2011 году вновь возбудили уголовное дело. Напрашивается вопрос. Что такое должно было произойти в течение длительного времени, чтобы раз за разом против Шилова возбуждались уголовные дела по факту импорта семян мака на территории Российской Федерации? Добрый день, меня зовут Валерий Шкардин, я являюсь адвокатом, защитником обвиняемого Шилова Романа Сергеевича, который проходит по известному в нашей стране громкому делу в отношении пищевого мака, так называемому маковому делу. Сегодня должно было состояться в Зюзинском районном суде судебное заседание по жалобе Шилова Романа Сергеевича на незаконность действий следователя, которые нарушили его процессуальные права при проведении экспертиз по этому уголовному делу. Однако судебное заседание не состоялось, потому что, как обычно, следователи ФСКН Москвы не явились на судебное заседание и даже не представили документы, которые являются предметом сегодняшнего судебного разбирательства. Даже несмотря на то, что уже судебное разбирательство проходит уже несколько месяцев, несмотря на то, что Московский городской суд вынес апелляционное определение, в котором указал, что необходимо отменить решение суда первой инстанции, потому что не были представлены в суд данные материалы. Эти материалы сотрудниками ФСКН до сих пор не представлены в суд. Поэтому считаю, что грубейшим образом нарушаются права моего подзащитного, нарушается право на справедливое судебное разбирательство, волокитится разбирательство дела. Тем самым сотрудники ФСКН еще раз продемонстрировали полное игнорирование прав обвиняемого, полное игнорирование вообще каких-либо запросов, требований Зюзинского районного суда, которые просто не замечают запросы суда, не замечают того, что их суд неоднократно уже приглашал на судебное заседание, игнорируют все это. Поэтому, конечно же, еще раз у ФСКН России, их следователи этого отдела показывают свое пренебрежительное отношение вообще к интересам правосудия и к правам обвиняемых по этому маковому делу. Тема-то животрепещущая, резонансная по меркам нынешнего времени. Уголовные дела о ввозе и продаже зерен мака. Тех самых зерен мака, которые тысячелетиями выращивались человечеством для приготовления пищи, для использования в живописи и косметике. Человечество раньше не догадывалось, что когда-то и кого-то можно будет посадить за зернышко мака просто так, в тюрьму. Однако можно, и в количествах, будоражащих воображение российского обывателя. История, в которой оказался инженер из Петропавловска Дмитрий Писаренко, может стать прецедентом для многих автовладельцев, конечно, в том случае, если окажется правдой. Дмитрий утверждает, он стал героиновым наркоманом из-за рулета с маком. Парень не прошел тест на наркотики, его поставили на учет в наркологии, а теперь через суд отбирают водительские права. И все, как утверждается, из-за пары кусочков сдобы с чаем. Врачи называют эту историю полной чепухой, но вот родные поверили Дмитрию после собственного эксперимента над маковыми булочками. Наш корреспондент Ольга Витукевич загорелась желанием его повторить, но потом вдруг передумала. Дмитрий Писаренко вот уже несколько дней в машине только пассажир. С тех пор, как его остановили на дороге инспекторы и направили на обследование в наркологию. Там магистрант Писаренко и узнал, что на самом деле он наркоман и употребляет либо героин, либо морфин. Говорит, а что ты улыбаешься, у тебя героин? Говорю, какой героин? Он говорит, ну у тебя нашли героин, вот 5-я полоска в тесте, там 1. Ну все. Я говорю, давайте делать повторный тест, давайте искать причину, почему это не может быть, это какая-то ошибка. Она говорит, нет, все.
Маковый рулет к чаю вспомнила девушка Дмитрия. Сама угощала парня накануне. Тесты на определение наркотиков купили всем, кто тогда был за столом, даже отцу. Давай папе сделали тест. Морфин показывает. Папа за руль боится садиться. Он работает где-то там с сантехникой, со сваркой, глаза красные. Однозначно наркоман. Никаких клинических испытаний официальная булочка с маком никогда и нигде не проходила. Мак кондитерский может дать такой положительный результат на морфин? Или должен быть он простой, с огорода? В общем, когда, сколько, где, как долго его нужно есть? Таких сведений нет. Получается, с вот этой булочкой для чистоты эксперимента напрямую бы до наркологию. Но возникает шальная мысль. А вдруг тест возьмет и сработает. И тогда с законом проблем не оберешься. От сумы до от тюрьмы не зарекайся, гласит народная мудрость. Стало банальностью говорить, что в России с кем угодно может произойти что угодно. И ведь правда происходит. Знаете ли вы, что за продажу обычного пищевого мака, который покупают домохозяйки для рулетов и булочек, можно получить 20 лет тюрьмы? Александр Парамонов из Белгорода теперь знает. Как оказалось, бывают большие уголовные дела. В Белгороде в декабре 2009-го местный наркоконтроль заявил о крупном расследовании. Среди бела дня в одном из магазинов торговец продавал сырье для изготовления аналога героина. Несколько контрольных закупок, десятки экспертиз, обыски и допросы. За пару недель уголовное дело выросло в многотомник, 130 эпизодов. Вот наш магазин, где происходил обыск. Вот примерно на этой полке у меня реализовывался кондитерский мак. Примерно вот в такой упаковке, только она была, наверное, втрое меньше. Она была примерно вот такой вот прозрачная упаковочка полиэтиленовая с наклеечкой. Я зашел в магазин, а там, наверное, человек 30. В магазине сотрудники там наркоконтроля, потом, как я выяснил, потом уже там и санэпидемстанция, и надзор по ценам. После тщательного обыска продавцу предъявили претензии. Торгует неправильным пищевым маком. Мне сказали, что мак загрязнен сорными примесями, то есть маковой соломкой, потом, как я уже узнал. Его опечатали, мак пищевой, и увезли. У меня взяли объяснение, затем под запись видеокамеры мне вынесли предписание о том, что в пищевом маке содержится маковая соломка, и обязуем тебя снять его с реализации. Копию заключения Александру на руки не выдали, мол, секретная информация. А через пару недель следователь пригласил парня на беседу. И он мне говорит: ты как бы торгуешь снова этим загрязненным маком. Вот, значит, наши сотрудники задержали человека, он вышел в свой магазин. Мы изъяли у него полкилограмма упакованных семян пищевого мака. Потом Александр выяснил, человека на самом деле задержали в другом магазине, на противоположном конце города. Говорит, это на него специально списали, и приводит в пример странное совпадение. В один из дней следователь Антон Беляй предложил ему самому привезти на экспертизу несколько пакетов мака. Александр согласился, ведь так никто ничего не подсыплет, а через неделю узнал, как сильно ошибался. Мак был заменен. Там столько маковой соломки туда всыпали. Мы хотели встретиться с тем самым следователем. Еще в Москве направили запрос в наркоконтроль Белгорода с просьбой прокомментировать случай Парамонова. Но следствие от встречи отказалось. А в это время на улице разворачивалась другая история. Охрана белгородского наркоконтроля готова была кинуться в драку с нашим оператором. Ничего вы не снимете. Все, никто вам не даст. Мне все равно об ваших законах. Все равно об ваших законах. Для того, чтобы обезопасить условия бизнеса, мы разработали ряд мероприятий. Эти мероприятия сводились к следующему. Мы в добровольном порядке на каждую машину, писали заявление в ФСКН, то есть на таможню, для того, чтобы добровольно проверить товар, приходящий к нам на таможню в Россию. Далее, мы с 2010 года сотрудничали с ФСКН Московской области. И у нас было негласное сообщение с руководством ФСКН Московской области. После проверки нашей партии семян мака, прошедших таможенный контроль, приходила ФСКН Московской области
и также проверяла наш товар на складе. Дальше, с 2011 года к нам регулярно приезжал уже ФСКН Москвы с Моросейки и ФСКН Московской области. ФСКН Московской области ходил по нашим приглашениям, а ФСКН Москвы приезжал сам. Фактически почти каждый месяц приезжали оперативники и также приезжали к нам на склад, отбирались с нашего семян мака образцы, проверяли и давали нам справки о том, что в проверенных образцах наркотических средств не содержится. Далее, когда первые партии приходили и там был горький привкус, он сопровождался тем, что голландцы не смогли очищать пыль маковую, и она давала горечь образцам, потому что тяжело было при промывке избавиться от нее и так далее. И после того, как руководство ФСКН, руководство испанской фирмы «Алкалибер», директор фирмы, сын хозяева, член совета директоров, 3 человека приехали делегацией. Мы их возили по хлебзаводам, по складу, по предприятиям, где фасовали, показывали клиентам, куда сдается, какая продукция выпускает. Их даже угощали тортами, булочками именно произведенными с ихнего мака. И производители давали замечания, пожелания избавиться именно от этой примеси, избавиться от пыли. И тогда мы совместно с ними нашли в Голландии фирму, которая дочищала испанский товар фактически до нуля. То есть сорности вообще никакой не было. Согласно Конвенции о наркотических средствах 1961 года, семена мака не являются наркотическим средством. Более того, согласно этой же конвенции, наркотическим средством не является и маковая солома. То есть все другие части растения мака снотворного, кроме семян. Россия подписала. А с маком есть какие-нибудь у вас штуки? Только такие. Посыпаем сахаром. И маком. Наши булочки приготовились. Достаем. Мы с вами научимся печь пирог, который принесет в дом удачу, богатство и счастье. Расскажи, что это за удивительный пирог? Пирог с маково-творожной начинкой с хрустящей ореховой корочкой. Как вкусно звучит. Кто-то Шилову сказал, если мы тебя не посадим за наркотики, мы тебя посадим там за недоуплату налогов или что-то. То есть корни налоговой полиции, которые разогнали и преобразовали в ФСКН, они сейчас живут в них. Сергей Яковлевич, а какими российскими законами и нормативными актами контролируется поставка семян в Российскую Федерацию? У нас есть в Российской Федерации с 2010 года у нас действует таможенный союз. В таможенном союзе у нас требования к маку пищевому в единых нормах санитарных, в техническом регламенте на зерно, в Санпине, едином таможенном союзе, никаких норм по содержанию, запретов, норм содержания в маке пищевом наркотических средств нету. То есть нету запрета. Но с другой стороны, у нас есть отдельно, как наркотическое средство, запрещенное опий, маковая солома, морфин, кодеин, ТБИН, которые запрещены к обороту и ограничены. И поэтому здесь получается такая картина. С одной стороны, норм нет, а с другой стороны, эти вещества, как отдельная составляющая, запрещены. Сергей Яковлевич, а Россия, подписав единую конвенцию, допустила, вопреки ей, правовую неопределенность в отношении семян мака, всегда содержащие в микроследовых количествах морфина, менее 0,2% на 1 килограмм зерен мака. Но, с одной стороны, конвенция как подписана, но в конвенции есть такая статья, 39-я, по-моему, которая разрешает любой стране делать любые мероприятия, связанные для усиления охраны здоровья, для усиления борьбы с
с наркоманией, принимать любые меры, которые будут способствовать борьбе. Но наше государство не сделало ничего, чтобы установить норму содержания. И поэтому, с одной стороны, у нас есть правовая неопределенность, она так и осталась. Семена мака не являются наркотиком, а содержащийся в нем морфин, там, кадеин, ТБИ и наслоение, допустим, опия, являются наркотиком. И вот эту неопределенность мы сейчас стараемся выяснить у нашего государства в Верховном суде Российской Федерации и в других судах. А вы случайно не стремились выработать какие-то механизмы типа современного российского ГОСТа на семян мака? Значит, мы первое, в 2010 году мы провели исследование по исследованию семян мака в Европе, здесь в России. Затратили на это порядка 20 тысяч евро. И добились впервые принятия в 2010 году единых санитарных норм в Российской Федерации, где изложены первые требования к семенам мака в части содержания там, кадмия, других вредных составляющих за счетом миллиграмм на килограмм. Это было впервые сделано. Но тогда мы просто не смогли это добить, сделать такое же по содержанию морфина, кадеина, ТБИна. В Европе тоже нет этих запретов, но там существуют негласные такие нормы, ну вот, например, как в Германии, там где-то предусмотрено предприятия, они считают там где-то 20, 30, 40 миллиграмм, в Германии, в Венгрии есть такие запреты, которые ограничивают содержание морфина, кадеина, ТБИна до определенных миллиграмм в килограмме. В России нету этого. Вот сейчас мы и добиваемся, что, наконец, чтобы Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ни питание, ни наркологии, наконец-то добиться от них разработки и утверждения этих норм. ФСКН во главе с господином Ивановым в 2012 году в июне провел совещание антинаркотического комитета. И в этом протоколе 16, по-моему, где они записали, что в России нету этого всего, нету норм отбора проб, нету методов, нету ничего, и поручили Минсельхозу с Росстандартом разработать и утвердить. И сроки поставили. Но прошло 2 года, никто ничего не сделал. Шилов задавал вопросы и говорит, а вот если вот столько-то будет процентов морфина, это вот как? Его вот можно почистить или нельзя? И институт сказал в ответ на этот вопрос, что указанное вами количество морфина и кадеина можно обнаружить только в хорошо оснащенной лаборатории, но выделить его в том количестве, которое там указывают ваши эксперты, 295 грамм морфина из 42 тонн, невозможно. Или, возможно, только теоретически, это потребует огромных затрат растворителя и того и другого, потому что эксперт при своем исследовании там 50-кратное количество растворителя тратит на анализ семян. За что вас арестовали, не могу понять. Вы знаете, я тоже до сих пор не могу понять, мне объясняют, что я вмешалась. Есть такое мнение, есть основания полагать, что я нарушила или пыталась своим вот таким письмом нарушить хорошо отлаженный бизнес. То есть, когда в страну ввозится мак пищевой, таможня его пропускает и дает добро говорить чисто, а потом сотрудники ФСКН приходят к этому на склад или в магазин и так далее и говорят, товарищи, а там-то есть алкалоиды. И давайте будем решать эту проблему. И люди эту проблему решают теми способами, которые известны в России. Да, это коррупционные отношения. Сергей Яковлевич, а что должно было произойти, что вас стали преследовать и возбуждать уголовные дела по надуманным причинам? Ни много ни мало в контрабанде наркотиков. Понимаете, учитывая свой характер, что когда на меня наезжают и когда с меня требуют дань, хоть бандиты, хоть государственные органы, я стараюсь не платить и привести все в законное требование, в законное русло. Поэтому вот добился я и впервые введения этих разработки норм, потратила фирма свои деньги в помощь исследования.
так, чтобы мзду чиновникам не платить. Добился того, что цены на мак стали не по 200-300 рублей, а стали приемлемые оптовые цены в районе 60, 70, 80, там, 100 рублей. Это оптовые цены. И розница стала дешевле. Ну, учитывая, что оптовые фирмы потеряли на этом значительную прибыль, так как раньше продавали по другим ценам, ну, у меня появилось много друзей. Как среди чиновников, которых, по моим скромным подсчетам, я лишил 1 000 000 евро в год взяток, так и своих конкурентов, которых я считаю, ну, лишил необоснованного, надуманного, ну, получения вот этой маржи, прибыли и так далее. Так как плюс, ну, Чехия, так как мы стали поставлять в Испанию испанский мак, и Чехия вынуждена была снизить продажные, закупочные цены для России почти в 2 раза. Сергей Яковлевич, а каким образом сейчас поделен рынок мака? А сейчас, как и были эти фирмы, которые до меня торговали, фактически они сейчас так торгуют. Также можно прийти, взять их мак, вы можете зайти, я вам пойду, возьму за руку, привезу в магазин, вон у меня рядом, желтый, как мы его называем, торгует семена маком. Там пакетики по 100 грамм. Я вас возьму 2 пакетика, отнесите их в ФСКН, они проверят и найдут там маковую солому, опий, морфин, табаин, кадеин. А почему их не пытаются посадить, этих поставщиков? А потому что эти поставщики не пишут жалобы, не добиваются уведения норм, не говорят о том, что это безумие, не поднимают вой, крик, молча, безропотно с чем-то соглашаются. Ну, они смотрят, ну, не хотят, ребята, с ними, значит, можно договориться. А со мной, значит, нельзя договориться. Раз нельзя со мной договориться, значит, меня надо посадить. Сегодня в Петропавловске завершено слушание по делу о маковом рулете. Напомню, автолюбителя Дмитрия Писаренко задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Он, в свою очередь, пояснил, что в тот день ел маковый рулет. Было принято решение прямо в зале суда в присутствии журналистов провести специальный эксперимент, чтобы выяснить, может ли обычный кулинарный мак показать положительный результат при тестировании на содержание героина. О том, что кусок домашнего рулета может обмануть лицензионный экспресс-анализ, Дмитрий старался доказать при помощи самого теста. Его прошли родные и близкие парня, а за ним и журналисты. Они съели сдобу с маком и сдали анализы. Все оказались наркоманами. Все оказались наркоманами. Все оказались наркоманами.